Привет! Здесь можно посмотреть расклад на тему, есть ли у него еще чувства к вам, как он к вам относится, остались ли у него чувства и вообще, как будет дальше он себя вести. Это лиловые вишневые сумерки Ленорман. Я буду раскладывать для всех, кто нашел мое видео, кто подписчик или собирается быть моим другом, то есть подписаться в будущем, если есть желание. Итак, если у него к вам еще чувства, это общий расклад. Я работаю только в общем доступе, поэтому всю свою энергию вкладываю в общие расклады. Если кто не знает, вначале я делаю предиагностику. Мы ищем карту мужчины и женщины. Мужчина – это его двойник, а женщина – это двойник того, кто загадал. Причем это совершенно не навязчиво, только на время просмотра, чтобы энергетика ваша здесь проявилась. На общих раскладах это очень сильно проявляется. Вы для себя смотрите, и каждая карта проиграется с вами относительно того, что вы сможете услышать, да? Что ваше подсознание захочет впитать и услышать. Так что это очень даже индивидуально для каждого. Карта работает с каждым по-своему, поскольку у вас своя история, свое ДНК, свой отпечаток пальцев. И смотрите, это он, его предиагностика, и здесь будет ваша предиагностика. Очень, кстати, вышли хорошие карты. Никакой плохой карты не вышло. Если у него к вам чувства, безусловно, иначе бы он не стремился к вам на свидание. Я иногда перехожу с одного угла в другой, потому что таким образом я ближе к тому, о чем я говорю. И здесь идет речь о том, что он спешит к вам на свидание, просто пылает страстью. Обязательно придет. Карта всадник, и он на нее смотрит. Так что здесь однозначно абсолютно. Сзади него кольцо, то есть он готовит вам кольцо, он думает о кольце, он думает о своих обязательствах, которые он пообещал, он думает о обещаниях, которые он сделал вам. И это у него на сердце, на уровне сердца, конечно. При диагностике всегда на уровне сердца мы узнаем, что у него действительно глубоко в сердце. И это его обязательство к вам. Карта кольцо говорит о том, что есть обещания, которые нужно выполнять. И он знает, что у него к вам есть обещания, которые нужно выполнять. Он мог это пообещать вам словами, а мог пообещать это себе. Это даже еще лучше и еще глубже. Если он вам ничего этого не сказал, а только себе сказал, себе пообещал, себе дал слово, что вы будете его женщиной. Он дал слово, что вам позвонит, он себе дал слово. Себе, когда человек дает слово, это всегда более надежно, да, потому что выполнить свое обещание, это значит для себя сделать хорошо. А каждый человек, в принципе, старается сделать для себя хорошо, правда ведь, да? Поэтому, что касается детей, там по-другому идет другой закон эзотерики, и у вас, видимо, или есть дети, или будут дети, потому что карта ребенок возле вас, и у вас есть, конечно, свои обещания, обязанности относительно, может быть, детей или относительно каких-то бытовых дел новых. У вас, может быть, карта сад говорит, это запущенная карта сад, вишневая, и она может для некоторых сообщать о том, что у вас есть другие дела, которые вы запустили, потому что постоянно думаете о нем. Он у вас как бы камень преткновения. И это нехорошо, потому что другие области вашей жизни, другие уровни вашей жизни, другие роли, которые вы должны играть в обществе, для себя, для своей семьи, для своих детей, для себя в первую очередь, вы запустили. Вы постоянно думаете только о нем, и это не очень хорошо для вас. С вашей стороны вышли карты две вишневые, то есть напряжение я чувствую, и страх будущего. Карта ребенок – это будущее. И вишневый – это страх будущего. Немножко есть такое, да, напряжение здесь. И тоже другие дела, которые вы знаете, что вам нужно больше заниматься чем-то другим, чем волноваться о нем. Вы знаете об этом. Поэтому вишневая карта здесь. Такой запущенный сад. Сад – это ваши дела. С его же стороны вышла очень хорошая масть. Здесь как бы масти, да, в лиловых и вишневых сумерках масти. Лиловая масть более легкая, и вишневая более густая, более серьезная. Так вот, с его стороны вышла более легкая масть, это лиловая масть.
И то обещание, которое он вам дал, ему не напряжение, наоборот, он с удовольствием думает о том, что он пообещал, он обязательно это выполнит, ему хочется выполнить обещание, он с удовольствием думает об этом обещании. То есть это праздничное такое кольцо, которое он готовит вам подарок. Это может быть даже подарок, кольцо вообще-то означает подарок очень довольно часто. Он готовит вам какой-то сюрприз, что-то приятное, и с удовольствием думает о том, какая будет ваша акция, наверное. Слово «реакция», вот знаете, у нас по-русски есть такое, да, какая будет твоя реакция. И слово «реакция» — это плохое слово, это значит, что вы будете поступать так, как поступали раньше, и это всегда со знаком минус, потому что мы всегда должны спешить к новизне, стремиться к новизне. Каждый день, если мы будем проживать по-новому, и отношение к нему будет по-новому, и к себе, мы будем счастливы. Но слово «реакция», оно актуально, поскольку все люди, к сожалению, живут в прошлом, да, мозгами я имею в виду, потому что телом в прошлом жить вообще невозможно, наше тело не может жить в прошлом. Поэтому сейчас вот все люди, которые занимаются медитациями, говорят: здесь и сейчас живи, то есть так как твое тело здесь и сейчас. Но я тоже делаю медитации, поэтому я в этом деле занимаюсь этим, другими словами. Вышла карта сама, хоть, ух ты, хоть я ее и не приглашала, но она вышла. И это оберег для вас. Буквально с самого начала расклада, я еще даже не делала расклад для двоих, но уже оберег сам выскочил. И это лилии, это его страсть к вам и любовь. Поэтому, если вы хотите узнать, как он к вам относится, есть ли у него еще любовь, у него не просто есть еще любовь, его любовь возрастает с каждым днем, она становится все более горячая, все более насыщенная, и страсть к вам увеличивается с каждым днем. Его страсть к вам никогда не остынет. Об этом карта лилия. Лилия — это то, что никогда не уйдет. По символике, например, Дева Мария с лилией, да, никогда не уйдет вот эта любовь вселенская, материнская забота и ипостасия Бога как матери. Есть ипостасия Бога Отца и Матери, мы знаем в эзотерике, да, это инь и янь божественное. Так вот, но эзотерика — это не про религии и не про разные национальности, это вот единые мы как люди. В любых странах, в любых национальностях, вообще везде. Мы просто как люди, и все. И в этом эзотерическом отношении он вас обожает и будет обожать всегда. Кольцо и лилия, вообще лучшего оберега не придумаешь. Что такое оберег? Если это ваши двойники, если вы загадали как двойники, просто отделили от себя двойника, здесь назначили на время расклада только, отделили здесь двойника и в его назначили на время расклада только, тогда вот эти карты начинают впитываться в вас, которые рядом, да, начинают впитываться. Когда я говорю оберег, это вот тот момент, когда нужно, чтобы карты впитались. А как вам это сделать? У меня много вопросов иногда в комьюнити, когда я в сообществе, когда я выставляю обереги, меня спрашивают, как. Но я говорю людям: идите на мои расклады, я там рассказываю, как делать обереги. Ничего не нужно делать. Оберег делаю, дорогие, я. И делаю абсолютно бесплатно. Кстати, здесь на раскладах и на чистках у меня тоже. Поэтому все, что нужно сделать, это просто побыть здесь, да, быть witness или свидетель того, как я делаю для вас оберег. Оберег, который делается без вашего присутствия, это на самом деле не оберег совершенно. Это непонятно что. Так вам нужно просто присутствовать здесь, пока я это делаю. Я говорю, что ваши двойники будут впитывать символику лилии, а символика лилии на самом деле это сильное ее проявление. Я как гомеопат говорю, что символика любого минерала, животного, растения, человека на земле, его символика — это больше, чем его естество, больше, чем его физическая часть. То есть символики есть душа, другими словами, да. Душа лилии впитывается в вас и в него, то есть это верные отношения навсегда. И душа кольца впитывается и в него, и в вас. Это верные отношения, которые будут вот как неразрывное что-то, да, кольцо как нельзя разорвать. И тоже обещание, ваше обещание ему и его обещание вам. И вот это новое, что будет сейчас происходить здесь, в этом видео между вами. Я очень рада. Он спешит на свидание, он хочет дать вам подарок, он хочет, может быть, в виде подарка дать вам в свое сердце даже и дать свою верность. Эта карта вышла. Окей, какой подарок он хочет дать вам? Я спрашиваю карт.
И объясняю, и вдруг выходит Лилия. Она говорит: скажи своим слушателям, что он хочет дать подарок верности. Это именно то, что он хочет дать. Потому что здесь на моем столе всегда правит высшая сила, когда я делаю расклад. Итак, я оставляю на столе его и вас. Причем направление будет вот такое, потому что так нужно в раскладе для двоих. Он и вы смотрят друг на друга, поскольку это ваши двойники. Здесь будет разговор между вами. Есть ли у него еще любовь, какое отношение к вам? Есть ли у него еще любовь, какое отношение к вам, Солнце? Понимаете, да? Любовь обязательно есть, это 100%. Солнце тоже говорит, что отношения самое светлое, радостное. Он хочет быть вашим солнцем, и он видит вас, как и его солнце. Это солнце, оно пропитывает ваших двойников справа и слева сейчас, потому что между вами полное взаимопонимание, полная любовь, полное доверие. И ваши гороскопы соединились вместе. Не думайте, что там по гороскопам какая-то есть несовместимость. Профессиональная астрология – это намного глубже. Я профессиональный астролог, и вам говорю, намного глубже. И вообще совершенно другое, чем популярная психология. Я сейчас слышу, популярная астрология делают гороскопы по солнечному знаку с домами. Это вообще невозможная ошибка. Даже не ошибка, это не астрология. Это просто такое, знаете, популярное для чего-то, не знаю для чего, правда. Поэтому здесь идет речь о его гороскопе настоящем, да, таком комплексном, о котором вы даже не знаете, и вашем. То есть во время вашего рождения планеты были в определенном положении на небе, и они уже видели перспективу вашего развития. Во время его рождения, вашего рождения, уже видна была ваша жизнь, в которой он был, его мысли, если у него к вам чувства. Его мысли почему-то грустные о вас. Давайте эту карту объясним, почему вдруг вышла карта тучи. Но они были в прошлом, кстати, более такие запутанные, сейчас более ясные, потому что в будущее идет светлое такое небо. Но он почему-то в вас сомневался очень сильно. Он сомневался в ваших чувствах. Ему почему-то казалось, что вы его не любите, что какие-то другие у вас есть намерения и другой повод, чтобы с ним встречаться. Он почему-то считал, что вы его не любите. Почему же он считал, что вы его не любите? Опять вышла та же карта ребенка, на которую вы смотрите в предиагностике. Наверное, он почему-то считал, что еще рано об этом говорить, да? Карта ребенка – это значит рано еще. А тоже он почему-то считал, что вы своих детей любите больше, чем его. Или свою родню, это тоже может быть. Карта ребенок здесь. Или может он считал, что вы наивная. Вот у разных людей будет по-разному. Поскольку этот общий расклад, и он без вариантов, так лучше всего, кстати, Вселенная считывает всегда первый вариант у предсказателя любого. Вышла карта сама. И это вышла карта кольцо. Это вообще потрясающе совершенно. Я его сторону пока выкладываю. Вы понимаете меня, да? Вышло кольцо, еще одно. В предиагностике было одно кольцо, и если кто-то еще сомневается, может быть, здесь есть Фома неверующий или Фома неверующая. Такие тоже могут быть люди, и ничего страшного там нет. Даже Христос по-особенному отнесся к своему ученику, который не особенно поверил в его воскрешение, да. То есть ничего плохого там нет, если вы и Фома неверующая. Это нормально, человек хочет знать точно, он скептик немного. Скептиком немного быть неплохо, это значит, хорошо работает логический ум. Но для раскладов, конечно, лучше этот логический ум освободить от напряжения, дать ему возможность отдохнуть. Насколько мы знаем, логический ум вообще-то работает только несколько часов в день, более так продуктивно. А во время расклада нужно расслабиться. Это дорогого стоит дать вам расслабление, да? Люди за расслабление платят, кстати, большие деньги. И это самое дорогое в мире, это entertainment называется, расслабление. Когда вы расслабляетесь, расклады начинают исполняться в лучшем ключе. Так что не волнуйтесь, пожалуйста. Я вижу, второй раз вышло кольцо, это говорит о том, что есть здесь скептики, которые не верят в его кольцо. И поэтому кольцо выскочило само, вы видели второй раз. Он действительно готовит вам подарок. Он действительно вас любит. Солнце и кольцо. Он действительно
выбрал вас как свою женщину на всю жизнь. Ну вот, пожалуйста. Карты гадают, как обычно у меня, да? Угу. Что он будет делать? Что он будет делать? Он будет спешить к вам на свидание. Вот что он будет делать. И в этом нужно быть уверенным, потому что так показали карты. А карты всегда предсказывают правду. Мои карты всегда правдивые. Ленорман правдивые карты. Кто-то скажет, как она может писать 100% правда? А потому что Ленорман, потому что Таро, потому что Кипер — это 100% правда. Итак, с вашей стороны, что у вас в мыслях? Вы хотите его надежности, конечно. Для вас это номер один, это его постоянство. Как мужчина должен быть крепким, солидным, на своих ногах, уверенный в себе, приносящий хорошие деньги. И у вас правильные, конечно, установки, которые вы получили по наследству или из детства, да? Что вот эти качества мужчин, они незыблемые. Это все правильно, в этом нет ничего дурного. То, что вы хотите, чтобы он был постоянен. У него в голове тучи говорят о том, что он имеет какие-то иногда иллюзии, иногда сам не знает, о чем он думает, иногда слишком много мыслей, и они так идут раз. Он не знает, за какую хвататься. То есть у него беспорядочное мышление. Но в сердце он точно держит 2 кольца и будет идти к вам на свидание. Ну, может быть, у него беспорядочное мышление именно сейчас. Ведь мы же все люди. Нужно дать ему кредит только, да, тоже, да? И знать, что у каждого человека есть своя фаза в жизни, и у каждого бывает беспорядочное мышление, связано со стрессом, и позволить человеку быть собой. Это карта гроб, вышла с вашей стороны. Это лиловый гроб, незначительный гроб, это страхи прежде всего. И гроб говорит о том, что вы все-таки сама от него что-то скрываете, свои мотивы для отношений, вы глубокие мотивы вы скрываете от него. Вы скрываете от него что-то, и поэтому, может, ему не доверяете, потому что вы тоже человек, который боится сказать то, что на сердце, потому что как бы кто ни подумал, что вы, может, слишком практичная, да, такое может быть, скрываете что-то от него. Совет, что вам делать, это карта метла. Ну, раз выходит такая карта, я должна сказать, это карта очищения от негатива. Прежде всего, но у нее есть много значений, очень-очень много, зависит от позиции, прежде всего, значения. И если бы это было, конечно, в другой позиции, я бы ее по-другому протрактовала. Но раз она в позиции «что вам делать?», вышла карта метла, чистится от негатива. Негатив незначительный, лиловый. Это может быть негатив от завистников, соперниц. Это негатив от его бывшей, может быть, да, потому что бывшие ненавидят новых женщин, ненавидят, а у любого мужчины есть бывшая. Даже если это было в детском садике, это все равно бывшая, да. Кстати, это он будет помнить на всю жизнь. Ну, не в детском садике, но где-то в школе тогда. Тоже бывшая. И будет с ней в любом случае как-то немножко советоваться. Она у него стала просто сущностью, такая женщина, да. Негатив может идти от его родни, от его мамы. Запросто может идти негатив. От его детей может идти негатив. Из прошлого брака, если такие есть, я даю разные варианты, потому что разные люди смотрят. Какой-то негатив идет на вас, и он небольшой, кстати. Он даже и сам собой уйдет, если вы отпустите, расслабитесь во время расклада, отпустите ситуацию. Но если вы не можете отпустить ситуацию, расслабиться, вам нужно серьезно тогда чиститься у специалиста. То есть на моих бесплатных чистках я специалист, я автор чисток. У меня авторские все мои чистки, да. Так что бесплатно можно у специалиста чиститься, такого как я. Вам нужно обязательно что-то с этим делать, потому что вы сами на себя очень сильно негативите. Здесь гроб и метла. Гроб тоже указывает, конечно, на родню, на ваши родственные корни. И вы как бы идете по той тропинке, которую вам вытоптали ваши предки. Все предки, которые задержались на этой земле и на вас влияют, это сущности. Угу. Предки, которые возвысились, они уже с ангельской позиции вас оберегают, помогают, защищают. Они могут вам сниться в смысле помощи, да, иногда. Все предки, которые задержались на земле, потому что не могут возвыситься из-за того, что на них очень был большой негатив, они могут прикрепиться только к тому, кого они знают энергетически, то есть к своему следующему человеку по роду. Next of kin, по-английски, next of kin. И это вы.
То есть в данном случае это предки, которые стали сущностями, от них нужно чиститься. От таких предков чиститься легче всего, потому что они уже сущности. Да? Сущности, люди, они бестелесные. Это уже небольшая такая энергетика негативная. От нее, ее отгонять от себя, по ниточке так убирать очень легко. И поэтому вы можете читать очень много положительных отзывов под моими чистками на моем канале, да? Что люди себе здорово помогают. Я никого не рекламирую. Ну, о себе я должна говорить, потому что это то, что я делаю, конечно, для вас. Причем, если бы я это продавала, вы могли бы, ну, наверное, упрекнуть меня в продаже. Хотя, если человек продает свое произведение искусства, например, художник продает свое творение, или швея, которая сделала платье, это не продажи. Это по-другому называется. Да? Продажа — это тот, кто купил в Китае и перепродает. И это тоже хорошо. Но это вот будет вот тогда продажа, sales. Я ничего не продаю, у меня чистки бесплатные. Я вообще не на каждом видео, естественно, это говорю, только там, где выходит комбинация гроб, крест, метла. Только тогда идет речь, что вам нужно себя, конечно, чистить. Не зря же вы постоянно смотрите видео разных предсказателей с одним вопросом: как относится, любит ли еще, как относится, любит ли еще. И в подтверждение того, что любит, вышло 2 кольца вам. Поэтому здесь понятно, что вы сомневаетесь, потому что на вас есть негатив, вы не доверяете ему. Между вами солнце, у него 2 кольца, свидание, всадник, вышло дважды. Так что здесь, безусловно, смотрите, что у вас в голове, видите, крысы? Вот это у вас в голове. Угу. Очень нервные вы, очень волнуетесь. Но это не ваши нервы. Понимаете, мы часто думаем: ой, какая я плохая, я нервная. Ну, нам же сказали в детстве, что мы плохие. Даже, ну, я не знаю, наверное, 99%. Ну, наверное, детям Аллы Пугачевой, вот эти двое, они умные, они уже взрослые, да, мы когда имели детей? Мы имели детей, когда нам было по 20, да. Мы наверняка своим детям когда-то говорили: ой, да, критиковали их то и другое. Конечно, по незнанию, дорогие. Я сама родитель, по незнанию. Если бы я знала, если бы мне тогда мой ум такой, как сейчас у меня есть в мои 57 лет, я бы, конечно, не делала бы этого. Но и у вас была такая мать, которая вас критиковала по знанию или незнанию. 90% по незнанию. Есть очень злые родители, но это редкость, но есть. Так вот, вы нервная, потому что у вас, вы такая выросли, вот и все, вы не доверяете, вы нервная. И это, да, на это есть, конечно, спасение, есть. Энергетическая, эзотерическая помощь вам, конечно, есть. Я уже объяснила, какая помощь. Вы сомневаетесь в нем очень сильно. Это карта развилка. Подозреваете его, сомневаетесь. А в его действиях вышел всадник. Вот смотрите, вы подозреваете его и очень сомневаетесь в нем. А в его действиях вышла карта всадника. Вот о чем это говорит. Если бы в его действиях вышло что-то другое, например, развилка пошла бы ему под ноги. Ну, так, конечно, ну, видите сами, да. Так что в нем можно быть уверены. Вокруг него такие хорошие карты. Но вот он, знаете, смотрит на вас тучами, потому что он не уверен в ваших чувствах. Вот ваша нервность, он ее видит по-другому. Ведь мы же не можем переварить пищу за другого человека, да? Точно так же, когда вы нервничаете, у вас может быть речь такая, или же глаза нервные, либо же движение тела, либо то, что вы говорите. Может, вы скорость какая-то большая, вам нужно и то сразу сделать. Может быть, вы любите double task, то есть делать много вещей сразу. И это вы чувствуете внутри ускорение постоянно. Но он же не понимает этого, потому что он другой человек. Он видит вас немножко непонятно, да, тучи. То есть ему кажется, что вы раздражены на него, нервничаете из-за него. Кстати, вы, может быть, и нервничаете из-за него, потому что мы часто перекладываем на других. Это нормально. Извините. Переклад или трансферинг называется, да? Это же нормально. Все это делают. Поэтому здесь вам совет, что нужно убирать негатив от себя. И это который родовой. Эта нервность не ваша. Вот вообще не ваша. Не думайте о том, что вы плохая. Вы все хорошие. Это главное, что вы должны сейчас знать. Вы хорошая. И он хороший. Я иногда слышу, что мужчина такой-сякой. Вы знаете, в каждом человеке есть то и другое. Но нужно знать, что он тоже хороший. Вот в чем дело.
И вы очень хорошие. Поэтому сознанием этого вы поймете, что это может быть нервность, недоверие ему и вообще людям, да, подозрение в негативе, а он, кстати, есть негатив на вас, это вы не зря подозреваете, это чувство такое у вас правильное. Это все идет и от людей, которые жили до вас, начиная с родителей и хотя бы до 7-го поколения. Что я вам порекомендую, потому что я знаю, будут спрашивать в комментариях. Чистка до 7-го колена. Она у меня есть в свободном доступе. Переход на канал колена чистки и защиты есть на этом канале, на котором вы сейчас. Пойдите на главную страничку, просто нажмите на название канала. Там на главной страничке будут переходы на мои другие каналы. Не на все, но на некоторые. И там вы посмотрите чистку, найдете в разделе видео. Просто down, так, scroll вниз, и вы найдете чистка рода до 7-го колена. Бесплатно, ничего вам не стоит, ни копейки денег. Я могла бы это продавать, но я не продаю ничего. Если и можно у меня купить без монетизации на сайте, только это лишь только потому, что без монетизации. Сама чистка, она бесценна, она не имеет цены. Поэтому я ничего не продаю, не имеет ничего цены. Вот такие дела, да. Расклад я закончила, и здесь видно, что у него к вам есть чувства двойные. Вышло 2 раза кольцо не случайно. И причем разное кольцо. Вы видите, он вам один подарок готовит и другой. Один подарок, какая-то может быть физическая вещь, как кольцо или дом, или машина. Но большой подарок, потому что кольцо, большой подарок. Или подарок такой больше сердечный. Например, скажет, что давай поженимся, давай будем жить вместе. Я тебя люблю. Ты моя женщина. Это все он говорит, потому что солнце между вами. Потому что между вами солнце. Это поэтому он все это говорит. Он будет спешить к вам на свидание. У него есть сомнения в ваших чувствах, поэтому я вот на вас очень сильно сегодня концентрировалась, чтобы вам помочь. Кстати, если не хотите те чистки смотреть, вообще не заморачивайтесь, потому что в этом раскладе тоже есть... Этот расклад обладает целительными качествами. Да? Вы его посмотрели, это значит, что мало-помалу уйдет негатив. Вот эти карты, они же обереги, они лекарства, метла и гроб, понимаете? Они лекарства, они вам показывают, что нужно исцелять. А подсознанию это все, что нужно, заметить, что не так, и дать ему возможность это исправить. Я могу привести пример с дыханием, и часто привожу его, но, может, есть новые слушатели. Чтобы улучшить свое дыхание, сделать его более равномерным, более глубоким, нужно просто заметить качество дыхания. Я вам как просто медитатор, тот, который делает медитации, рассказываю. Нужно оценить свое дыхание, сказать, окей, сейчас мое дыхание недостаточно глубоким. И не пытаться его изменить, сделать более глубоким. Потому что тогда это будет рукотворное дыхание, то есть не божественное, и ничего не получится, а наоборот еще больше зажмется. Чтобы дыхание изменить, нужно себе сказать, проверить, какое есть, и дать ему качество, да, сказать, окей, сейчас мое дыхание недостаточно глубокое, и оставить, и вы увидите, через 3 минуты вы будете дышать глубже, потому что подсознание, оно имеет mind of its own, mind of its own, а подсознание имеет собственный ум. Это другой мозг, который на самом деле находится в кишечнике, да, совершенно другой мозг. Ну, в разделе кишечника, там, где 2-я чакра, точка ки или чи, да, именно там 2-й мозг. И там мозг без вашего ведома, без вашего человеческого мозга, то духовный мозг, он сделает все как нужно. И вы тогда поймете, что он вас любит, что он обожает вас. Просто скажите себе, что я не хочу влияния этих предков. Я свободна, и вы свободны. Я вам ничего не должна, и вы мне ничего не должны. Да будет так, аминь. И это все, что нужно сделать. На самом деле все просто, ничего не надо зазубривать, никаких стишков, ничего плевать, заговаривать, понимаете? Это все очень-очень просто. Подсознание, конечно, там, где плюете, заговариваете, тоже усваивает, потому что это есть от наших предков, но намного в меньшей мере, чем вот это вот такое простое. Итак, мы вас заговорили на то, чтобы предки от вас отстали, и вы были с ним счастливы, и вы были любимы, потому что он вас обожает. И 2 кольца вышло. Вышло одно, а потом еще и 2.
И всадник дважды, конечно. Кстати, в первом раскладе, который был при диагностике, он смотрел на всадник. А направление в Ленорман очень важное. Он будет стремиться к свиданиям. Ну вот нужно посмотреть, да, чтобы у него не было сомнений в ваших чувствах, что он считает, что какие-то еще чувства вами движут. А здесь вот то все показала вторая часть расклада и дала нам подробное, детальное объяснение всего. Я сейчас буду этот расклад литургически собирать, потому что такое священнодействие, как сбор расклада, необходим, чтобы расклад сбылся. Поэтому приглашаю вас, если у вас есть желание, поучаствовать в этом сборе. Это недолго, но важно, как в церкви. Пока я буду собирать, между вами будет оберег. Это карта Солнца, свидание и кольцо. Эти три карты, которые предвещают вам счастье, они будут впитываться в ваших двойников, а потом двойники передадут вам всю эту информацию. Это все просто. Когда вы закончите расклад, двойник вам покажет это все, вот покажет это вам все, да, как оно на самом деле есть. Если я вам помогаю, можно, конечно, быть благодарным. И это тоже для вас делается, не для меня. На самом деле совершенно не для меня. Я ничего ни у кого не прошу, мне никто ничего не должен. Если что-то вы такое делаете, это для себя только. Какие ваши действия могут быть для вас, не для меня, еще раз повторяюсь. Это лайк поставить, самое дешевое. Тоже очень дешево, то есть ничего не стоит. Это поделиться видео с друзьями, родственниками, написать комментарий на чей-то комментарий, то есть разговаривать в комментариях. Таким образом вы себе очень помогаете. Ну а если вы хотите пойти дальше и где-то послать мне пару долларов иногда раз в месяц на моем сайте, я буду бесконечно благодарна, потому что работаю только в общем доступе. И всю энергию вкладываю в общие расклады. Это не реклама моих услуг, потому что я не принимаю, пожалуйста, не пишите мне. Исключений я просто не делаю, понимаете? Просто не могу делать, потому что многие просят. В день я получаю очень много писем, сделайте исключение, но не делаю их. Так что можно поддержать таким образом мою работу. Я буду делать много общих раскладов, которые будут вам помогать очень здорово. Только если у вас есть возможность. Если нет возможности, умоляю вас, не пишите, у меня нет возможности. Я это знаю. Я знаю, что возможность есть не у всех. А теперь я собираю, оберег уже впитался в вас. Заканчиваю, собираю оберег. Желаю вам счастья. Знаете, что я не буду собирать оберег. Я не буду собирать оберег, потому что я бы хотела, чтобы этот оберег был помещен на сообщество. Я помещу оберег на сообщество вам, чтобы вы могли им тоже пользоваться, где-то себе положить на телефон. Можно делать тоже скриншот, но тоже сделаю так. В этом случае я оставляю, чтобы вам его послать после видео. Во время видео я не могу послать его, да, после видео. Всем желаю счастья. Увидимся с вами завтра. Видео выходит каждый день. Мне очень-очень приятно, что вы со мной дружите. А с вашей стороны дружба с ютубером – это подписка на канал. Всего вам доброго. Пока.